Начну с самого главного. Если вы изучаете русский язык, но на самом деле любой иностранный язык, наверное, то вы изучаете на самом деле не один иностранный язык, а несколько. Меня зовут Мария, вы на канале Sound Like a Russian, канале о русском произношении. Выделю как минимум 3 категории русского языка. Письменный русский язык – это язык, на котором вы читаете и на котором вы пишете. Устный, разговорный русский язык, который действует уже по своим законам. И, наконец, с появлением интернета начали выделять еще один язык. Это язык общения в интернете. И все это, мы можем сказать с вами, разные языки. Странно, когда эти языки смешиваются. Среди моих студентов не раз были эритажники. Эритажные студенты. Это студенты, которые говорят на русском языке как носители русского языка, или почти как носители. То есть акцента у них практически нет. Но если попросить этого студента прочитать что-то по-русски, ему будет трудно. Если мы попросим его написать текст, связанный, грамотный текст на русском языке, мы увидим там, в этом письменном тексте, очень много разговорных слов, разговорный порядок слов, слова-паразиты. В общем, устная речь, переложенная на бумагу. Вот что мы там увидим. Еще одна ситуация. Представьте, что вы переписываетесь с русскоязычными друзьями. Переписываетесь где-нибудь в WhatsApp, в каком-то мессенджере. И пишете там полные предложения со всеми запятыми, с точками. Предложение начинаете строго с большой буквы. Используете причастные, деепричастные обороты, пассивные конструкции. Поверьте, ваши русскоязычные друзья увидят, что это как-то странно. Они, может быть, даже спросят вас, а что ты так официально пишешь? Еще один пример. Представьте, что носитель русского языка начнет произносить все звуки русского языка так, как они написаны в тексте. Хорошо, здравствуйте. Это уже не будет звучать как русский язык. Все эти примеры только подтверждают мою мысль о том, что письменный русский язык, устный русский язык и язык общения в интернете — это просто разные языки. Если вы изучаете русский язык, будьте готовы к тому, что вам придется освоить все 3. Или сделать акцент на одном из них в зависимости от вашей цели. Для носителей русского языка это, конечно, небольшая проблема, потому что в школе у нас, в русских школах, уделяют много внимания правописанию. Поэтому у русских людей все-таки вот этот устный язык, звук русского языка и письменный язык идут вместе. Для носителя русского языка это не 3 разных языка, это разные стили одного и того же языка. Для иностранца, который изучает русский язык, для вас, мои дорогие, это, конечно, непросто. Я знаю. Многие из вас, когда начинали изучать русский язык, начинали его изучать именно с письменного текста. Вы читали, вы занимались по книге, по учебнику. Вы опирались на буквы, на знаки, на визуальный образ языка. И звук русского языка вы, конечно, слушали, но, скорее всего, не уделяли ему столько внимания. А ведь в русском языке звучание и написание — это разные вещи. Пишется как слышится, этот принцип не действует в русском языке, вообще не действует. В этом смысле очень хорошо изучать венгерский язык, потому что там действительно фонетическое написание. Что вы слышите, то вы и напишете. Для каждого звука есть набор символов или один символ, что никак не работает
в русском языке. Буква О может давать звук О, а может давать звук А может давать звук Буква Е может давать звук И, может давать звук Е, дифтонг, может давать звук может давать звук И даже. Когда мы пишем буквы Т и С, это может читаться как Ц. Вот почему бы просто не написать Ц, да, вместо Т, С. Глухие и звонкие согласные. Например, мы пишем букву Д, но читаем Т, звук Т очень часто, в некоторых позициях, а в каких-то читаем все-таки звук Д. А мягкий знак после буквы Ш в конце слова, зачем он там вообще? Он даже не выполняет свои функции, но мы его пишем и видим, и он нас может путать. Давайте попробуем понять, почему письменный русский язык и устный русский язык, то, что мы слышим, такие разные. Почему они как будто живут каждой своей жизнью? Наверное, главная причина в том, что устный язык, любой, меняется быстрее, чем язык письменный. В устном языке есть свои законы, и в основном это закон сохранения энергии и удобства. А вот письменный язык — это как такая телега, которая тащится медленно за конями. Кони — это устный язык. Кони уже ускакали далеко вперед, а телега все еще как-то тащится там сзади. Письменный язык — это вот эта телега, которую все пытаются контролировать. Не просто люди, но институции. Конкретно о русском языке. Давайте обозначим такие переломные моменты. Моменты, когда что-то менялось в правописании, в письменном русском языке. Первая веха. Отмотаем на 300 лет назад. Петр I разделил гражданское письмо и церковное письмо. Следующая веха. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Он считается создателем современного литературного языка. Именно он повлиял на то, что упростили русский язык, упростили русский литературный язык, и его стало вообще возможно читать. И последнее такое глобальное изменение письменного русского языка произошло во время реформы 1918 года. Тогда убрали какие-то знаки из алфавита, изменили правописание, добавили какие-то знаки, которые как раз помогают сблизить письменный и устный язык. И с тех пор каких-то больших глобальных изменений на законодательном уровне так и не произошло. А вот устный язык меняется прямо у нас с вами на глазах понемножку. Ударение сдвигается, редукция какая-то появляется. Эти изменения происходят быстрее, мы их прям можем наблюдать. Плохая новость в том, что изменения происходят медленно. Язык меняется все-таки достаточно медленно относительно нашей жизни. Хорошая новость в том, что язык все-таки меняется. И правописание, письменный русский язык упрощается. Он не просто меняется, он меняется в сторону произношения. То есть ваши правнуки, праправнуки, возможно, будут учить русский язык без слез на глазах, и у них уже не будет таких проблем, как у вас. Они будут видеть хорошо и читать хорошо, и там не будет 3 О. Возможно, через 100 лет вместо ТС будут писать просто Ц, и так и читать. Может быть, мягкий знак совсем уберут там, где он не нужен. Ну а пока мы имеем, что имеем, наблюдаем за теми изменениями, которые происходят в языке, но, еще раз повторюсь, хоть язык и меняется, относительно нашей жизни он меняется достаточно медленно. Моя задача как преподавателя русского, как фонетиста, во-первых, развести два этих языка, письменный язык, письменный русский и устный русский язык, объяснить, как функционирует, как работает устный русский язык, как получается вот этот звук
как его сделать, а потом соединить эти языки обратно, чтобы письменный язык помогал вам, а не мешал. И чтобы вы смотрели на текст, русский текст, как профессиональный музыкант смотрит на ноты и слышит музыкальное произведение. Вот у нас с вами такая задача. Научиться смотреть на русский текст и слышать, как звучит устный русский язык. Обратите внимание на ссылки в описании к этому видео, там много интересного. У меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам всего самого доброго. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.